Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив Olympus 17 мм f1.8. Эквивалентное фокусное расстояние здесь получается 34 мм. Я, сами знаете, небольшой фанат 35-ок, но все же иногда в некоторых ситуациях этот объектив я тоже использовал, поэтому могу немножко про него рассказать. Даже несмотря на то, что лично мне он не показался каким-то особенно интересным, но кому-то, возможно, будет все-таки важно понять, нужен этот объектив ему или нет. Ну, технически-то он вполне хороший, и по качеству исполнения, по качеству оптики у меня вообще претензий к нему никаких нет. Но мне он показался довольно скучным. С другой стороны, в этом ценовом диапазоне с подобным фокусным расстоянием, пожалуй, на микро 4 третьих более-менее чего-то близкого даже и нет. По-моему, с самого появления вообще системы микро 4 третьих существует древний убогенький олимпусовский 17 мм f2.8 блинчик, но он крайне дешевый, конечно, но он при этом и крайне дерьмовый. У другого серьезного собрата по микро 4 третьих, у компании Panasonic, никаких аналогов нет тоже, потому что у них есть 15 мм f1.7, который паналейка, который я постоянно нахваливаю из обзора в обзор, и также у них есть 20 мм f1.7, который я, кстати, особо толком не пробовал, буквально пару раз использовал. Может быть, когда-нибудь я его раздобуду и сделаю на него тоже обзор. В любом случае, это 30 мм и 40 мм. А в таких умеренно широких фокусных расстояниях такая разница достаточно заметна. Вообще, под систему микро 4 третьих существует еще и дорогущий Фохтландер 17,5 мм f0.95. Но он реально дорогой, у него нет автофокуса, он огромный, тяжелый и так себе, на самом деле, он еще и по картинке не выдающийся далеко. Ну и по факту, пожалуй, по цене и по фокусным расстояниям ближе всего из сторонних производителей, разве что Sigma 16 мм f1.4. Она тоже стоит в районе 30-ки. При этом объектив просто супер классный, мне он очень понравился, у него и бокешка красивая, и резкость запредельная. Но конструктив у него достаточно пластиковый, хоть и неплохой, и при этом он довольно-таки огромный. Также достаточно большим крупным объективом является Pro стекло от Olympus 17 мм f1.2. Оно очень крутое по оптическим качествам, мне оно прям понравилось, при том, что я 35-ки не люблю, оно мне реально зашло. Но оно, опять же, очень большое и, опять же, очень дорогое, потому что оно стоит дороже, чем герой нашего сегодняшнего обзора, по-моему, в 3 раза. То есть там это серьезная разница. Так что выходит, что не слишком-то много вариантов. Если ты хочешь, чтобы объектив был не огромным, при этом недорогим, с достаточно хорошей светосилой, при этом еще и оставался компактным, то выбор остается, в общем-то, ограничен только этим и вариантом 17 мм f1.8 от Olympus. И он, конечно, не шедевр на все времена, но вещь вполне хорошая, рабочая. Сейчас про него подробнее буду рассказывать. Olympus 17 мм f1.8 маленький и легкий. Весит он всего лишь 120 граммов. Корпус у него металлический, байонетное крепление также изготовлено из металла. Но, к сожалению, влагозащиты у объектива нет. Это потому что все-таки не Pro стекло, а всего лишь Prime олимпусовский. Зато здесь, как у Pro стекол, есть механизм переключения в ручной режим фокусировки с двигом кольца вот так вот на себя. Но объектив хоть и сделан в Китае, но выполнен отлично. У него ничего не дребезжит, ничего не шуршит. Все детали движутся очень плавно. Автофокус у него MSC, то есть абсолютно бесшумный и практически мгновенный. По крайней мере, на тушках Olympus. Диаметр переднего элемента невелик, но светофильтр тут используется на 46 мм. Бленды в комплекте нет, ее предлагают прикупить отдельно за бешеные бабки. Но я в ней нужды не испытывал. Картинка очень резкая по всему полю кадра, если, конечно, снимать на прикрытой диафрагме, потому что, на самом деле, до f4 картинка немного мягковата по углам, прям вообще на самом краю, я не имею в виду, как вот это было у объектива 14 f2.5 от Panasonic, где у него прям заметная такая мягкость от центра к сторонам кадра становилась. Нет, здесь прям вообще в самых углах только резкость чуть-чуть падает, в остальном, в общем-то, она достаточно равномерная.
Ну и с хроматическими операциями такая же примерная история. На прикрытой дырке они вообще фактически отсутствуют, а на приоткрытой и на максимально открытой они все-таки есть. На f5.6 очень чистая картинка, даже когда стекло ставишь в адские какие-то условия, и лишь в самом краешке кадра едва уловимая пурпурная кайма. На открытой же дырке края слабеют значительно, и даже в центральной части можно в тяжелых условиях узреть циановую аберрацию. Хотя на этих же кадрах видно, как хорошо фирменное просветление линз справляется с бликами. Объектив не теряет контраст даже при жестком контровом свете. Вот на этом кадре блик от солнца на окнах здания был такой сильный, что мне было глазам некомфортно на него смотреть. Но для Olympus 17 мм f1.8 это, в общем, проблемой не стало. Правда, с боковой засветкой дела обстоят похуже. И если яркий источник света светит с самого края кадра, можно поймать некрасивые дефекты. Также в ночи одиночные источники света могут обретать небольшие ореолы. Но в целом ночью и в темноте на него снимать довольно приятно. Ну а так как в Питере, в общем-то, в ноябре практически каждый день ночь, и у нас световой день крайне мал, и постоянно идут дожди, мануальная фокусировка, быстрое, точнее, переключение в нее и высокая светосила приходится как нельзя кстати. Хотя, конечно, мой Olympus OMD M1 прекрасно справляется с фокусировкой в ночное время в городе, и я там вообще не прибегал к ручной фокусировке, но были некоторые ситуации, в которых мне все-таки приходилось снимать только с ручным фокусом. Например, во время техновечерины, где была вообще кромешная тьма, и свет был более-менее только от пультов диджея, только вот от их кнопочек. Ну или на танцполе, где мелькали лазеры, клубы дыма и тому подобное. Тут уже никакой автофокус бы не сдюжил. И да, я дурачок, который снимал на микро 4 третьих с ISO 6400. Я забыл упомянуть, что у объектива имеется довольно сильная дисторсия бочкообразная, при том, что вроде бы, казалось бы, не особо-то и широкий угол, но она у него, благо, исправляется и в камере, и профилем можно исправить в RAW-конвертере. Но если отключить корректировку, то заметно довольно сильное искажение. Красивую бокеху на него тоже не получишь, кругляхи в темноте не слишком эпичные, а днем размытие красиво, только если фотографировать что-то, ну, очень близко. Если же снимать что-то или кого-то на максимально открытой, на средней дистанции, то бокешка мало кому понравится, рваная и двоящаяся. Лучше уж совсем никакой, чем такая. Среди всей линейки премиальных объективов от Olympus, наверное, это самое спорное. Оно, конечно, имеет ряд отличных характеристик, но при этом и недостатков тоже не лишено. Но если вы любитель 35 мм и вам остро необходимо именно это фокусное расстояние на микро 4 третьих, при этом объектив должен быть с металлической конструкцией, с дыркой достаточно большой, хотя бы f1.8, и при этом он должен быть компактным, то тут как бы выбора большого у вас нет, тут придется именно его и брать. А если же для вас размеры не важны и вас как бы не смущает пластиковый конструктив, то я бы на самом деле лучше посмотрел в сторону Sigma 16 мм f1.4 DCDN. Она, на мой взгляд, гораздо круче, чем этот объектив, но, конечно, при этом гораздо крупнее и тяжелее. Что ж, надеюсь, обзор окажется для вас полезен, так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, и до новых встреч, пока!